Война. День 194. Ситуация на фронтах. Украинское наступление на юге продолжается, хоть и медленнее, чем многие надеялись. И тому есть ряд причин. Во-первых, Украина не имеет необходимого превосходства в вооружении и количестве войск для проведения стремительных бросков. Во-вторых, российские войска хорошо окопались, и выбить их не так уж и просто. В-третьих, в стремительном наступлении на правом берегу и нет никакого смысла, так как это лучшее место для постепенного уничтожения российской армии ввиду сильно осложненной логистики. И скорее всего, если бы решения принимали военные, они бы вывели войска с правого берега, дабы не истощать свою армию. Но политически это будет серьезнейший удар, означающий, что в ходе широкомасштабной войны российская армия, считавшаяся второй в мире, не способна захватить и удержать ни одного областного центра. И тогда даже у самых лояльных представителей российского общества может возникнуть вопрос: а для чего это все? Ведь цена этому огромная. На сегодняшний день только подтвержденные потери по фото независимым источникам блога Oryx составляют 5454 единицы техники, а танков уже более 1000. На восполнение этих потерь потребуется десятки лет и сотни миллиардов долларов. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Сумской области. Харьков и пригороды также обстреливают. Российские войска снова атаковали Гусаровку, но безрезультатно. В районе Изюма идут артиллерийские бои, но без продвижений. Вчера, довольно неожиданно, бойцы 103-й бригады территориальной обороны пошли в наступление, форсировав Северский Донец, и освободили село Озерное. Пока непонятно, то ли украинские защитники воспользовались моментом, увидев ослабленные российские позиции, то ли это создание плацдарма для дальнейшего наступления. В районе Северска атак не было, но россияне продолжают пытаться продвинуться в Солидаре и подойти к Бахмуту, что им не удается сделать уже который месяц. Южнее бои в районе Зайцева и Кадемы. В Горловке взрывы очередного склада боеприпасов. В районе Донецка продолжаются бои за Опытные и Пески. На южном фланге отмечается скопление российских войск. Пока непонятно, готовятся ли они к наступлению, или же эти войска там накапливаются для обороны, в случае, если украинская атака на правом берегу Днепра – это лишь отвлечение внимания, а основной удар будет в сторону Мелитополя с целью перерезания сухопутного коридора в Крым. Ведь украинский успех в данной операции в то же время заставит россиян покинуть и Херсон. Юг. Вчера украинские войска освободили село Высокополье на севере Херсонской области, что подтверждается кадрами. Также поступали кадры захваченной российской техники из Миролюбовки, но о ее освобождении не сообщали. В то же время сегодня Генштаб ЗСУ сообщил о российском обстреле села Нововоскресенское, что косвенно может сообщать о его освобождении. Подобные сообщения приходят и из села Безыменного, что свидетельствует о продвижении украинских войск и расширении левобережного плацдарма на Ингульце. Появились кадры Антоновского моста после очередных ударов, на которых видно, что один из пролетов получил довольно сильные повреждения, и тяжелая техника там точно не проедет. Подобная ситуация и с мостом на Каховской ГЭС, но там ввиду небольшого пролета ситуация не столь критична. Спасибо за просмотр, не забывайте лайки, комментарии адекватные, подписку и колокольчик.